Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, знаки судьбы, личная жизнь, что ждет в 2025 году. И давайте, конечно, узнаем подсказки карты, при этом останемся реалистами, поскольку общий прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же для себя вы получите, поскольку, когда мы смотрим на карты Таро, каждый из нас обдумывает свою ситуацию, перекладывает на эти карты. И личная жизнь – это, конечно, любовь, взаимопонимание, чувственность, забота друг о друге, эмпатия. Но это еще и наши достижения, дела дома и денег, и, конечно, самореализация, и наши планы на будущее. Энергии 2025 года призывают нас привести в баланс все эти направления. Мудрость, гибкость и дипломатия – основные союзники в 2025 году. Внешние события, обстоятельства, новости могут где-то нас так закружить, или даже удивить, или в чем-то разочаровать. Поэтому будет важно сохранить центр своего благополучия или отстроить таковой, если он пока еще не пришел в какой-то единый баланс в соответствии с нашими желаниями и теми возможностями, которые будут. У нас сегодня две колоды, и обе колоды Таро ангелов. Первая колода – это у нас поддержка патронажа ангелов, а вторая – оракул ангелов. Ангел сердца, ангелы точнее сердца. И вот знаки судьбы мы как раз раскроем на этой карте, на этой колоде карт. Но вначале первая карта, которую я хочу достать, будет характеризовать ваши энергии, мои дорогие стрельцы, как карты видят. Ваше настроение и общий фон. Если мы смотрим на личную жизнь. Что-то тут у вас переворачивается. Карта колесницы, посмотрите. Карта колесницы – это перемены и призывает вас, вот первая как раз лицом выпала колесница, и это успех. Это вообще нам карта сила желания, так она буквально называется, прописана, и победа. Но и в то же время, как мы можем что-то передумать, переоценить, увидеть новые перспективы, не отказаться, может быть, от поездки, или выйти из, словно, ну, какого-то и одиночества для кого-то. Как раз открыть для себя мир по-новому, может быть, начать путешествовать и сделать первое путешествие, может быть, не очень далеко. Я практически с уверенностью могу сказать, что в той местности, где вы находитесь, явно поблизости вы не все знаете пункты очень хорошо. Когда-то я сама начинала именно с этого. И поверьте, это все равно перезагрузка. Мы даже с маленьких путешествий возвращаемся совершенно другие. Может быть, те разговоры, которые мы можем провести в поезде, в автобусе, вот с временными попутчиками, с людьми, говорить вот так обо всем и ни о чем, совершенно спокойно, непредвзято, где-то легко, потому что мы знаем, что этих людей мы видим в первый и последний раз. Это тоже хорошая перезагрузка. Может быть, это подсказка, поэтому я так на этом остановилась. Дважды остановилась, поскольку вторая карта, которая как будто пряталась за первой, это тройка мечей или тройка воздуха. И посмотрите, два ангела словно успокаивают девушку. Это карта не будущего, это карта прошлого, которую нам предлагают перевести просто в опыт или сначала в какую-то ситуацию. Приходит на смену разочарованием здоровое равнодушие. Но этот опыт был совершенно необходим. Или какую-то часть жизни вы должны были пройти. Может быть, чтобы даже грустный опыт совершил в вас, может быть, какую-то жизненную метаморфозу, чтобы вы сумели начать, может быть, какой-то новый жизненный этап. Вот о новом жизненном этапе уже как раз свидетельствует карта колесница. Итак, ваши энергии, судя по этим перевернувшимся картам, противоречивые могут быть у вас энергии. Но все же, ваше настроение, общий фон, мои дорогие стрельцы. Вы люди-оптимисты, но жизнь наша не бывает в радужных тонах только, к сожалению. Вторая карта. Что вам самой идет в руки или в целом, что вам помогает? Отношение партнера к вам. Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? Возможные сюрпризы в 2025 году. И 4 карты
как знаки судьбы. Что нам скажет оракул? Первую карту мы достаем и задаем вопрос. Что важно знать? Вот как квинтэссенция, может быть, от чего оттолкнуться. И далее энергии любви, энергии дома, энергии денег и ваших достижений. Ну, наверное, не случайно эти две карты перевернулись, и была какая-то разочаровывающая ситуация. И вы знаете, тут могло быть недопонимание с партнером, недопонимание с друзьями, недопонимание с близкими. И пусть эта история, даже, мои дорогие стрельцы, была много лет тому назад, но, наверное, вы все же о чем-то вспоминаете. Есть какая-то точка, с одной стороны, невозврата, а с другой стороны, то, что вы бы хотели изменить. И здесь тогда двояко. Потому что мы, опять же, все разные. Может быть, если этот человек в вашей жизни присутствует, здесь может быть как осуществление важных разговоров для того, чтобы максимально искренне проговорить наболевшую тему. Для кого-то из вас эта карта будет говорить, если правда человек в вашей жизни уже не присутствует, тогда нет смысла заново как будто теребить какую-то рану. Уже что-то закончилось. Но, может быть, и для кого-то из вас это то событие, которое недавно случилось. И нам показана девочка маленькая, которая свернулась так калачиком, ей холодно, одиноко. Она лежит на скамейке, заснула, видимо, может быть, наплакавшись или устав от одиночества, от каких-то разочарований, но она никому не верит. Она хоть и маленькая, но воин. Она приготовила меч наготове. А за скамейкой стоит мальчик, и по какой-то причине у него 5 яблок, а в корзине девочки всего 2. И мы предполагаем, что сложилась ситуация, когда мальчик предпочел отношениям или дружбе вот эти 5 яблок. Скорее всего, за этот период жизни мальчика жизнь уже научила, и он понял, что нет, есть слово «цены» или «цена», а есть слово «ценности», и вот это нельзя путать. И он уже готов вернуть эти яблоки, но, видимо, где-то трусоват этот мальчик, я должна сказать, потому что подкрадывается же, по сути дела, когда девочка спит. Он хочет примириться, это однозначно. Он хочет достичь этого взаимопонимания, но он боится. Он не знает, какая будет реакция у девочки. Но вообще, может быть, мы, конечно, можем, с одной стороны, быть в роли любого персонажа, мои дорогие стрельцы, как и в роли мальчика, так и в роли девочки. Переложите на себя, и тогда карта будет говорить, если нужно какую-то тему озвучить, то ее нужно не закапывать вглубь себя, а вынести на поверхность. Но мы можем быть и в роли девочки, тоже какой-то мальчик, ну, условно говоря, человек, друг или подруга пусть, тоже может возвращаться с новым пониманием в нашу жизнь. Как мы позволим этому случиться примирению или нет, но вот есть какое-то разочарование. Вот в таких энергиях, по крайней мере, может быть, в самом начале, когда мы делаем важные выборы. И все то, что я сказала по первым, выпрыгнувшим буквально картам, для вас будет именно как энергия, характеристика тех энергий, в которых, ну, я надеюсь, не все, но, видимо, какая-то часть из вас. Будем реалистами, мои дорогие, перекладывайте на свою концепцию жизни. Вы можете входить в 2025 год, но разобраться же самое главное. Либо расставить все по местам, и если что-то не может быть продолжено, оставляем как опыт, который нам будет помогать не найти еще какие-то прежние грабли и идем вперед. Или если есть и отношения, которые могут и должны быть продолжены, ну, значит, важные разговоры, важная какая-то диалоговая форма должна присутствовать в вашей жизни. Что вам помогает? Что само идет в руки? Ну, кстати, может такой мальчик идти в руки, может идти какая-то возможность, может идти вам в руки буквально популярность, ваша продуктивность в работе, в вашем творчестве, в ваших, может быть, и изобретениях, смотря вы чем занимаетесь. Именно в этой колоде карт немножко королева мечей отличается от всех трактовок, которые присутствуют в других колодах. Это именно ваше сияние, ваша популярность, мои дорогие, это ваша компетенция, это вы как специалист, это ваша сильная позиция, и когда вы уже где-то
подвели, может быть, вот какие-то даже итоги и перешагнули момент перехода или между прошлым и будущим, пусть это в контексте ситуаций или личных отношений, или ваших достижений, и теперь только путь наверх. Что идет вам в руки? Самореализация, мои дорогие стрельцы. Ну хорошо, давайте посмотрим отношение партнера к вам. Паж жезлов. Опять же, этот мальчик может такой быть. Ну, мы не рассматриваем по полу карту, поэтому перекладывайте на себя. Вы можете сами где-то захотеть с кем-либо возобновить отношения, как будто с чистого листа. Все по-новому. Для кого-то из вас это карта креативности или создателя, автора. Это правда, может быть, или ваш бизнес, ваше личное дело, ваше личное творчество. Опять же, самореализация и где-то одновременно деньги. Но Паш это всегда начало, или это где-то мотивация еще, она сама по себе проходит по этой карте. Карта призывает нас к действиям, где-то продуманным действиям, и запастись энтузиазмом. То есть какой-то путь или какую-то работу, может быть, на первом этапе мы должны проделать сами. Мы спросили, как партнер именно откликнется в вашем отношении или в отношении вас. Тут действительно партнер может откликнуться, появиться, написать вам, проявить какие-то первые шаги, ну, может быть, вот такие робкие. Вместо того, чтобы с девочкой поговорить, мальчик, изображенный на карте, подкрадывается, когда она спит. Значит, вы, может быть, стрельцы, вы люди открытые, вы люди честные, и вы можете удивиться где-то, что почему человек вместо того, чтобы в открытую не подойти и сказать, ну, я был неправ, а вот он начинает с какой-то такой дальней траектории, пытается на стриженной козе подъехать, и вот как будто ни в чем не бывало. Я такое могу вполне допустить. И, знаете, я могу сказать еще такую вещь, что вам идет в руки, правда, какая-то самодостаточно сильная позиция. И это может вторично побуждать где-то партнера как раз откликнуться или возобновить какую-то историю. Вы могли за этот период стать популярными. Или за этот период, может быть, и наблюдает. Если вы ведете какие-нибудь социальные блоги, сети, вы о себе пишете, выкладываете фото, кто-то мог за вами наблюдать. Кому-то, даже если какая-то история закончилась, ему было очень интересно, что же с вами происходит. И здесь вот, по крайней мере, вижу я, что есть такая возможность, конечно, достичь взаимопонимания по отношениям, безусловно. Но тогда мы по этой карте не вспоминаем былое думы. Ну или какой-то анализ бесконечный не продолжаем или не напоминаем, в чем партнер был неправ. Но королева мечей заставляет все-таки задуматься, чтобы для себя не сделать чего-то со знаком минус. И понятно, у каждого по-своему те отношения. Все будет, наверное, зависеть от того, в каком контексте вас что-то не устроило или что-то пошло не так. Насколько вы готовы к компромиссу или насколько вы готовы принять какое-то Соломоново решение. Но с новыми какими-то возможностями, перспективами, идеями вам, правда, может вернуться партнер. Партнер, я могу сказать, может вернуться и с каким-то предложением. Например, я такое тоже могу допустить. А давай вместе зарабатывать деньги. Или какая-то история прежде, которая была у вас, допустим, больше в контексте чувств. Здесь можно перевести, такое тоже допускаю, в дружбу. И как двое партнеров, которые взаимно друг другу полезны. Нам карта не говорит на долгий период или на какой-то короткий, но вот как что-то переделать, передумать, начать с чистого листа, правда, возможность есть. И со стороны партнера, даже если вы сейчас в паре и у вас все хорошо, мои дорогие, значит, с какими-то новыми идеями или, мои дорогие, когда партнер сам задумает какую-то свою, может быть, стратегию, тактику по части личного самовыражения или ведения, например, личного бизнеса или построения карьеры, и он может вам эти мысли свои тоже где-то принести. Здесь не совсем карта про любовь, потому что жезлы, дела, работа, бизнес. Давайте достану дополнительную, как партнер проявляется по отношению к вам. Но, видимо, у каждого будет по-своему, как я уже говорила. У вас выпадает 20-й старший аркан. Очень добрая карта. Карта избавления от боли, избавления от страданий. Поэтому в каком бы контексте не проходили ваши уже сложившиеся или прежние отношения, вы можете остаться довольным. Либо вы
ну, действительно переведете в дружбу или в какие-то полезные контакты. Я такое могу предположить, ваши отношения. Либо отношения сами по себе могут тоже перейти на новый уровень. Ведь для кого-то из вас ведь эта карта тоже может проиграться. Это была начальная форма отношений, когда вы недавно познакомились. Или вы еще друг другу где-то не доверяли. Вот, кстати, так может проиграться, что недавнее знакомство или мы встречались просто, мы вместе не жили, мы еще не успели друг друга узнать хорошо, и у вас были сомнения, могу я доверять этому человеку или нет, или ожидать от него какого-нибудь подвоха, а у вас уже явно есть какая-то история или была, которая вас разочаровала, и вам не хочется еще раз, опять же, грабли находить. И вот здесь тогда партнер проявится как-то по-другому. Здесь все же перевод отношений на новый уровень. Старший аркан. Будет ли новое знакомство? А здесь зависит от вас. Откроем мы вот эту витрину или будем продолжать какую-то прокрастинацию. Так конкретно и прописано в этой карте. Мы на что-то должны решиться. Или мы словно находимся в каком-то бесконечном периоде ограничений, которые, кстати, установили себе сами. И это может быть выход даже из одиночества. Но опять же, когда мы открыты социуму, миру, когда мы готовы, может быть, больше общаться, заводить новых друзей, самих по себе знакомых, потому что не заведя знакомых, и друзей не будет. Вот такой контекст я тоже могу вполне предположить. Поэтому, мои дорогие стрельцы, вам нужно на что-то решиться. Давайте я достану все же дополнительные карты. Мне очень интересно, будет ли новое знакомство. Тут да, тут выбор, по сути дела. Так и карта называется, выбор. Может быть, кто-то будет выбирать не один будет знакомый, а два, а может и больше. Будет ли новое знакомство? Но опять же карта говорит, или ты застрянешь в своих мыслях, карта ночного кошмара. По сути дела, карта говорит о том, что мы можем устроить глубокую философию на прежнем мелком месте, или по той истории, которая уже давно закончилась, или по тем отношениям, которые завершились по разной причине. Может быть, и причина очень грустная, и человека нет, мои дорогие. Я понимаю это, потому что меня смотрят люди из разных стран, а в мире сейчас неспокойно. И вы думаете, да куда ж я, какие новые отношения? Может быть, да, я и мечтала или мечтала, но все так произошло, что нет, мне сейчас не до этого. Или кто-то может говорить, что я должна или должен хранить верность прежним отношениям. Поверьте, если человек вас искренне любил, он бы хотел вас видеть счастливым. А если он вам не любил, так это философия глубокая. Вообще это самого себя только в тупик загонять. Поэтому, вы понимаете, вы должны на что-то решиться. Пусть, может быть, даже путем принятия какой-то прежней разочаровывающей ситуации. Но она ведь закончилась. А мы можем до сих пор страдать. Или мы можем себе сами страху какого-то напустить и не захотеть, а вот обособиться словно от людей или оставить, допустим, контакты в каком-то узкоколейном режиме. А здесь все-таки нам нужно расширить собственные горизонты. Может быть, и расширить собственные и возможности, и кругозор в том числе, чтобы судьба нам подарила новые знакомства, а вместе с ними, ну, пусть из этих знакомств выстроится какая-то, как минимум, дружба. А можем и ничего не делать, правда? Карта Колесница – это карта сила желания. Пустите в вашу жизнь добрые эмоции, желания, мечту, мои дорогие. И это карта победы, конкретно Виктория. И когда мы что-то передумаем. Вот думали мы, да, вот как девятка, допустим, воздуха. Что-то мы тут самокопание себе какое-то проводили, долго анализировали прежние отношения, анализировали прежние ситуации, с чем-то соглашались, что-то нас, может быть, заставило заново пережить и всплакнуть. Потом мы где-то находились в каком-то оцепенении, никак не решаясь, вы сделать этот выбор или сделать первый шаг. И вот мы делаем этот первый шаг. И ваша судьба кардинально меняется, мои дорогие. Вот таким образом, я надеюсь, для вас понятно, мы раскрыли, каким образом может произойти новое знакомство. Но сила желаний – это на самом деле от вас, от вашего желания будет зависеть, состоится это новое знакомство или нет. Но если вы говорите себе «да»,
Ведь это карта скорости. Поверьте, судьба очень быстро откликнется на ваши мечты. Но это действие, мои дорогие, поэтому первые шаги. Составьте себе план минимум, план максимум. И поверьте, вы не пожалеете. Вы будете попросту и победителем, и будете счастливы. Что вам может помешать? Но я, наверное, не продолжаю, как девятка мечей, так и восьмерка мечей. Конкретно вот в этом и помеха, когда мы отгородились от мира, вот конкретно 8 мечей, как забор. И человек, он чувствует себя, ему холодно, потому что никто не соболезнует. Или никто, он сам по себе никому не интересен, он же один. Словно вот среди этих снегов, среди вот этих льдов, сосулек каких-то или этих мечей. И карта нам говорит, ты должен сделать выбор. И это, между прочим, карта свободного арбитра. То есть это правильно оценить обстановку и устранить путаницу. Конкретно путаницу нужно устранить в собственных мыслях. Вот она может вам помешать. Сюрпризы, мои дорогие, возможные. Много людей. И тогда, если мы продолжаем нашу концепцию, много людей будет встречаться на вашем пути. И совсем не обязательно, что все они добрые, мягкие, пушистые, светлые. Будут среди них и те персонажи, которые будут, может быть, пытаться нами манипулировать или использовать нас в их целях, но это не значит, что мы должны стоять вот опять же за этим забором. Перед тем, как вот карта нам говорит, у тебя будет много информации, кто-то с тобой будет соглашаться, кто-то будет тебе противоречить, будь к этому попросту готов. Твоя стратегия должна быть одна. Отступай смело полшага назад. Это вот по-стрельцовски, мои дорогие. Стрелец – это воин в первую очередь, правда? И для того, чтобы выпустить вот эту стрелу из лука, мои дорогие, что делает стрелец? Что делает воин? Он сначала отступает полшага назад, чтобы натянуть тетиву, хорошенько прицелиться и потом попасть в яблочко. Вот такая стратегия вам очень близка. Или близкой вашим энергиям предлагается как раз по карте семерка жезлов. Может быть, карта тогда говорит, если ты, вот у вас сейчас как будто какой-то либо пауза, может быть, или может быть это где-то ваши энергии на конец 2024, может быть иногда начало 2025 года, тут ведь от решимости все зависит. Так вот, если была какая-то, как будто пауза, заминка, как раз энергии меняются на какую-то скорость, быстроту, может быть, отчасти соревнования, вашу какую-то активность, но вам это понравится. Но быть осмотрительному определенно стоит. Давайте мы с вами узнаем, раскроем знаки судьбы и что подскажут карты оракула. Первая карта, что важно знать, мои дорогие. И нам карта говорит как раз больше контактов. Где-то об этом она нам напоминает, потому что попроси буквально у своих друзей помощи. И в контексте того, что мы с вами говорили, расширяй, по сути дела, круг как и контактов, так и тех людей, отбирай, может быть, тех, которые надежные. Карта призывает, в принципе, обратиться к поддержке других, может быть, и друзей, доверенных людей. И здесь, если это, например, карта говорит о том, что вы хотите познакомиться, то тогда развивайте как раз ваше знакомство, может быть, через увеличение контактов. Обратитесь к своим друзьям или бывайте с ними на каких-то встречах, может быть, ходите в кафе, ходите на концерты, но какие-то контакты расширяйте, мои дорогие, не сидите, это точно. Это ведь то, что важно знать. Может быть, для того, чтобы какую-то и личную историю тоже прояснить окончательно. Может быть, есть какой-то мудрый человек в вашем окружении, когда, ну вот именно мудрый и такой искренний, когда вы то, что вас беспокоит, можете тоже с ним проговорить, озвучить, словно то, что вас вот так заключает за вот этим забором холода или в каком-то ледяном пространстве без эмоций. Так тоже иногда работает, когда мы что-то проговорили, обсудили с тем человеком, который нас воспринимает, любя, искренне, который принимает нас такими, какие мы есть. И тогда вам это может помочь, потому что проговорив или озвучив какую-то свою историю, у нас как камень
с души падает. Видимо, каким-то образом вам это помогает. Но, по крайней мере, расширение контактов – это то, что вам нужно и важно знать. Энергия любви, мои дорогие. Это карта доверия, и она говорит, что, видимо, правда, все то, что мы с вами, наверное, долго обсуждали по всем картам Таро, вопросы доверия, они не на последнем месте, и какая-то история будет, например, продолжена или нет, она будет зависеть напрямую от того, верите вы человеку или нет. И карта так однозначно и прописана, что эта ситуация требует от вас веры. Понятно, контекст у каждого свой, у кого-то и путаница, да, может быть, действительно, кто-то из вас уже отказался от отношений, потому что вы представляли человека, вы поссорились, и вы представляли его в каком-то одном свете. А может быть, человек как раз и ничего подобного, что вы себе надумали, и не замышлял. Может быть, у него и помыслы чисты. Вы знаете, диалоговая форма, мои дорогие стрельцы, вам будет в течение 2025 года точно прояснить, куда же я иду, или куда же мы идем в паре, как могут развиваться наши отношения. И прояснять вы это можете, только глядя человеку в глаза и одновременно вынося на поверхность те темы или какие-то наболевшие вопросы, которые прежде были словно замурованы в вашей душе. Здесь ни в коем случае нельзя что-то утрамбовывать внутрь себя самого. Здесь по максимуму нужно все выяснять. Или когда мы говорим прояснять, вот такой глагол, от слова ясно, когда именно ближе к солнцу, ближе к свету, вот все то, что для вас открывается, а не закрывается вглубь вас самих. Для вас это как помощь Вселенной, мои дорогие. И это и энергия любви. Значит, несколько карт нам где-то говорит, что мы ведь можем поссориться только лишь потому, что по-своему видим эту жизнь, развитие отношений. А мы с партнером разные люди, разного воспитания, может быть, даже разного вероисповедания. Но от того, как мы научимся слышать друг друга, будет зависеть наше общее направление или продолжение нашей истории. Вот я могу и все же вам сказать искренне, мои дорогие стрельцы, несколько карт вас немножко так вот разворачивают в сторону самого себя, по крайней мере, допустите тот факт, что в чем-то и вы были, может быть, неправы. И, может быть, и партнер не прав. Мы все делаем ошибки, никуда не денешься, правда. Но когда мы не переносим это на кого-то другого, мы можем сказать, например, даже если грустная история сложилась, да, это я виноват, я слишком понадеялась, или я был наивен, или я была доверчива. Но мы не говорим, а это вот партнер такой-сякой и так далее, да, и какие-нибудь еще эпитеты к нему. Мы не прибавляем, мы понимаем, что ну это наш где-то ляпсус, да, ну он-то такой, но он таким и останется. Но вот насколько какая-то история может быть продолжена или взаимопонимание может быть выстроено, вот это решаете вы сами. Давайте откроем следующую карту. Энергия дома. Очень добрая энергия дома, мои дорогие стрельцы. И вы уже как будто встретили партнера, которого ищете. Вот так напрямую написано в этой карте. И это может быть тот человек, которого вы знаете. И правда, либо дружба какая-то, или вот какой-то социум. Тут ведь могут быть те отношения, которые именно перейдут в личную жизнь, как прежнее знакомство. Или у кого-то отношения может быть на расстоянии, когда стоит встретиться, посмотреть друг другу в глаза и некоторые вопросы прояснить, проговорить. Может быть, вы в чем-то, вот есть же эти самые сомнения, или, может быть, было недопонимание. Но в любом случае, для тех, кто, так вот, чтобы подвести итог на энергии дома, для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, для тех, кто человек семейный, прекрасная, конечно, карта, потому что она будет говорить о том, что отношения продолжаются. А если есть какие-то нюансы, ну, найдете вы Соломоново решение, это точно, мои дорогие стрельцы, и его примите. А если вы один или одна, то даже какой-то недавний знакомый или давнишний, может быть, знакомый, с которым, может быть, человеком вы даже встречались раз или два в вашей жизни, он каким-то образом может и вернуться в вашу жизнь. И что символично,
Я могу такое предположить, как и до конца 2024 года с учетом планетарных транзитов, так как минимум еще в январе что-то подобное тоже может быть. Давайте посмотрим, что же нам скажут на ваши достижения и энергия денег. Вот карта говорит о том, что очень быстро какая-то история может в вашей жизни измениться. Но мы про достижения, а у вас, я уже не повторяюсь, выпадала королева мечей, королева воздуха. И трактовку я тоже озвучила несколько иную. Больше как раз про самодостаточность и достижения. А эта карта нам говорит, что очень скоро, то есть если ты хочешь, чтобы что-то произошло или реализовалось сейчас, ты должен четко решить, что же ты хочешь, или сделать вот этот самый выбор. Но с чем-то определяться я уже так подвожу основной итог, или я бы сказала так. Мои дорогие стрельцы, может быть, вам придется уравновесить и энергии где-то личной жизни, и ваших собственных достижений, и энергии дома, и одновременно денежную, может быть, вопросы заработка. Все взаимосвязано. Вы не можете, допустим, посвятить себя только заработку, а остаться один на один, может быть, когда праздники, когда выходные, или когда вам радостная минута, некому порадоваться, может быть, и грустная минута, когда некому высказать свою боль. Личная жизнь, мы не можем от нее отказываться. И даже если прежняя какая-то была история со знаком минус, время, жизнь идет вперед, значит, пришло время закончить этот конфуз и выйти опять же в какую-то ясность больше, или буквально в социум расширять его, какие-то контакты. Тогда у вас заиграет не только жизнь ваша новыми красками, так и ваши еще дела пойдут в гору, понимаете? Именно взаимосвязь между всеми направлениями в личной жизни, о которых я говорила еще до карт, у вас будет проигрываться в 2025 году. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.